Во втором по величине городе Армении, Гюмри, продолжается громкое дело, вызвавшее широкий общественный и политический резонанс. Арест мэра города Вардана Гукасяна, его ближайших коллег и нескольких сотрудников мэрии стал не только юридическим, но и политическим событием, оказавшим влияние на внутреннюю повестку Армении. Официальные органы заявляют, что речь идет о коррупционном расследовании, однако реакция местного сообщества, а также тон заявлений политических фигур придают происходящему более сложное звучание. Следственные органы заявляют, что располагают доказательствами систематического вымогательства и злоупотреблений. По данным следствия, руководитель города и главный архитектор Гюмри требовали и получали взятки. Следственный комитет Армении опубликовал аудиозаписи, сделанные с помощью специального дрона, который фиксировал все разговоры внутри мэрии Гюмри, в частности, Вардана Гукасяна, действующего мэра города, его ближайшего окружения и сотрудников. Его считают одним из ярких пророссийских политических фигур в Армении. Однопартийцы Пашиняна уже прокомментировали слухи оппозиции о возможной связи между его словами о мэре Гюмри и последующим задержанием Вардана Гукасяна. Заявление Пашиняна ни при чем, заявили в парламенте. Мэр Гюмри не должен был нарушать закон, отметил председатель парламентской комиссии по обороне, депутат от правящей фракции Андраник Качарян, комментируя задержание Гукасяна. По словам Качаряна, заявление премьера Никола Пашиняна о намерении исправить недоразумение с избранием Гукасяна мэром не повлияло на работу правоохранительных органов. Депутат подчеркнул, что расследование в отношении мэра и его окружения велось еще до последних событий. Напомним, Вардан Гукасян и еще 7 человек были задержаны по обвинению в получении взятки. По данным следствия, мэр и главный архитектор мэрии договорились не сносить незаконное строение площадью около 1500 квадратных метров на улице Гаригина-Нжде, потребовав и получив от владельца около $10 000. Речь идет о предпринимателе Севаке Гамтяне, владельце сети магазинов «Фабрика». 1 октября, выступая в парламенте, премьер-министр Никол Пашинян обвинил Вардана Гукасяна в подкупе избирателей на мартовских выборах и назвал его избрание мэром недоразумением. Он также подчеркнул, что намерен исправить эту ситуацию. Выступающих с заявлениями против суверенитета Армении нужно выводить из политического и общественного поля. Как? Политическими методами, всеми теми методами, которые применимы в демократической стране, заявил премьер. Во время правительственного часа в Национальном собрании 1 октября, отвечая на вопрос депутата от фракции «Гражданский договор», Карена Саруханяна о недавних заявлениях мэра Гюмри, ставящих под сомнение суверенитет Республики Армения, Пашинян отметил: «У нас там имеются проблемы, связанные с результатами выборов. Известно, что там раздавались избирательные взятки. Нам нужны механизмы, которые в дальнейшем исключат подобные случаи, чтобы люди, давая взятки на выборах, в итоге, по сути, по недоразумению, не оказались в таком статусе. Это недоразумение, которое со временем будет исправлено. И явление, и заявление, и его автор», подчеркнул премьер. Отметим, что Вардан Гукасян, став мэром Гюмри, ранее публично заявлял, что при благоприятных обстоятельствах и в случае победы на парламентских выборах 2026 года он готов был бы рассмотреть возможность присоединения Армении к союзному государству с Россией и Белоруссией. Это заявление вызвало резонанс, поскольку оно затрагивало вопрос суверенитета страны и внешнеполитического выбора. И именно после этого премьер-министр Никол Пашинян заявил, что людям, готовым жертвовать суверенитетом Армении, не место в правительственных кабинетах. По мнению ряда политических аналитиков, после этих слов в отношении мэра и его окружения активизировались следственные действия. После проведения обысков в здании муниципалитета у мэрии собрались жители и активисты, выразившие несогласие с действиями силовиков. Среди них были представители движения «По-нашему», связанного с бизнесменом Самвелом Карапетяном. Правозащитник и представитель движения Рубен Мхитарян был задержан после того, как его действия, направленные на урегулирование ситуации между гражданами и полицией,
частично спровоцировали напряженность и затруднили проведение оперативных мероприятий. По версии следствия, часть собравшихся затрудняла проведение оперативных мероприятий, что привело к столкновениям. Власти квалифицировали произошедшее как инцидент с нарушением общественного порядка. Однако сторонники задержанных утверждают, что их целью было не противодействие правоохранителям, а защита гражданских прав и недопущение применения силы. Адвокат Вардана Гукасяна заявил, что обвинения строятся на фрагментарных аудиозаписях, вырванных из контекста, где отсутствуют прямые упоминания о получении денег. Он настаивает, что разговоры касались налоговых платежей и имущественных вопросов, не имеющих отношения к взяткам. Тем не менее, даже по версии защиты, в записях есть фразы, которые требуют юридического анализа. Следственные органы со своей стороны утверждают, что располагают достаточными доказательствами для возбуждения дела и намерены довести расследование до суда. Нельзя утверждать, что эти события связаны напрямую, но совпадение временных рамок и тон официальных заявлений придали делу очевидный политический оттенок. Для одних это стало подтверждением того, что антикоррупционные органы действуют избирательно. Для других – свидетельством решимости власти пресекать коррупцию и любые формы политического популизма под прикрытием внешнеполитических лозунгов. Внутренняя динамика событий усложняется и религиозно-политическим контекстом. Никол Пашинян совершил визит в Ватикан, где провел личную встречу с Папой Римским. Согласно официальным сообщениям, стороны обсудили вопросы гуманитарного сотрудничества, региональной стабильности и мирного урегулирования между Арменией и Азербайджаном. Однако в армянской оппозиции визит вызвал волну предположений и опасений. По мнению ряда оппозиционных экспертов, Пашинян якобы мог получить добро или сигнал в Ватикане, чтобы после возвращения в Армению арестовать католикоса всех армян Гарегина II. Эти опасения основываются на давнем напряжении между государством и духовенством, а также на заявлениях отдельных представителей власти о необходимости обновления церковных структур. Прямых подтверждений таким планам нет, но сам факт подобных разговоров вызывает определенные опасения в части общества и в оппозиционных кругах. Отметим, что в последнее время сторонники российского бизнесмена-миллиардера Самвела Карапетяна собираются в церкви святого Эчмиадзина, демонстрируя таким образом поддержку церкви и протест против возможных действий Пашиняна. На этом фоне дело Вардана Гукасяна воспринимается не только как борьба с коррупцией, но и как часть более широкой политической перестройки, где сталкиваются разные концепции будущего Армении. Гюмри, традиционно считающийся одним из наиболее независимых и самобытных городов, вновь оказался в центре общественного внимания. Его мэр известен рядом скандальных историй и обвинений в коррупции. Ранее планировалось, что мэрия устроит забастовку, однако позже в проправительственных СМИ появились сообщения, что сотрудники будут работать в обычном режиме. Для многих жителей Гюмри ситуация последних недель стала проявлением несбалансированности в отношениях между местной и центральной властью, а также индикатором растущей поляризации в обществе. Тем временем в экспертных кругах обсуждается и внешняя перспектива происходящего. Москва, традиционно внимательно следящая за процессами в Армении, воздерживается от прямых комментариев. Однако, по оценке аналитиков, внимательно наблюдает за развитием ситуации. Гюмри – город, где расположена российская военная база, и любое обострение здесь воспринимается как фактор, затрагивающий вопросы безопасности и влияния. При этом российская заинтересованность может возрасти, поскольку Вардан Гукасян своими заявлениями создал ассоциацию себя с Кремлем. Именно поэтому события в Гюмри могут повлиять на внутреннюю стабильность Армении и ее отношения с партнерами по ОДКБ и ЕАЭС, так как в прокремлевских кругах и среди пропагандистов России Гукасяна рассматривают как своего. Для Кремля этот политик особенно важен, учитывая, что он при поддержке других оппозиционных партий сумел одержать победу в Гюмри, втором по величине городе Армении, над партией Пашиняна. Прямое вмешательство Москвы на данном этапе маловероятно. Кремль, по всей видимости, предпочитает сохранять выжидательную позицию и наблюдать, как внутренние институты Армении
справиться с кризисом самостоятельно. С политической точки зрения ситуация остается двуслойной. Формально речь идет о расследовании конкретного дела, но фактически о проверке устойчивости государственных механизмов, доверия к правосудию и способности власти действовать в рамках закона. Если судебный процесс будет прозрачным и беспристрастным, он способен укрепить позиции государства и подтвердить его способность решать внутренние конфликты законными методами. Если же общество воспримет происходящее как политическую расправу, это может усилить кризис доверия и спровоцировать новые протестные волны. В целом, события в Гюмри отражают более глубокий процесс трансформации армянской политической системы. Они показывают, как внутренняя борьба за власть, вопросы суверенитета, влияние внешних партнеров и роль духовных институтов переплетаются в единый узел. Для Армении нынешний период стал моментом проверки на прочность институтов, на устойчивость к внутренним потрясениям и на способность сохранять баланс между политикой, обществом и законом. От того, чем закончится история с Варданом Гукасяном, зависит не только будущее Гюмри, но и развитие всей страны в ближайшие годы. Пашинян ясно дал понять, что будет бороться со всеми коррумпированными и теми, кто посягает на суверенитет Армении. Следите за развитием событий вместе с Регньюз. Держим руку на пульсе Закавказья.